Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практик. Сегодня мы с вами погадаем на золотом универсальном таро на замечательную тему, как события во внешнем мире повлияют в ближайшем будущем на вашу жизнь. Потому что многие волнуются, и, соответственно, давайте посмотрим, а как индивидуально на вас все это повлияет, как это на вас отразится. И у нас с вами будет 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета. И значит, оно актуально для вас прямо сейчас. В мире все меняется, в мире происходят постоянные какие-то волнения, события. И, естественно, это влияет на каждого из нас. И мы посмотрим, а как повлияет на вашу жизнь то, что происходит во внешней среде. Итак, перемешаем наши карты и сдвинем 3 раза. Раз. Демитка бегает. Это мой мопс. 2 и 3. Посмотрим на дно колоды. 6 пентаклей. Ну, вот здесь высшие силы посылают вам кого-то в помощь в скором времени. Буквально, если у вас есть какая-то трудность, кто-то ответит вам и постарается сделать все, чтобы вам как-то помочь. Поэтому карта очень положительная, высшие силы на вашей стороне, и мерить они будут все ваши заслуги по справедливости. Поэтому то, что вы недавно делали хорошего, вернется вам сторицей. Итак, раскладываем наши карты. Раскладываем карты. Первая карта – это что у вас сейчас в жизни происходит, в каких энергиях вы живете. То есть это уже не как в прошлом раскладе ваше настроение, да, а именно в каком аркане вы оказались сейчас, на сегодняшний день. И отмечать я сегодня буду туфельками нашей позиции. Первая позиция. Каждая туфля – это ручная работа. Сразу говорю, очень-очень ценные экспонаты. Вторая позиция. Третья. Видите, тут вот ремешочек отломали. И 4-я позиция. Вот выберите ту туфельку, которая вам по душе. Даже если вы мужчина, вы вполне можете выбрать туфельку по цвету, да, или по фасону. Мужчины тоже могут выбирать. Итак, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите уже на свой тайм-код. А мы начинаем с 1-й позиции. Остальные я убираю в сторону. Итак, как события во внешнем мире, которые происходят, отразятся в скором времени на вашей жизни. Итак, наша 1-я туфля. Скорее, это даже босоножка, да? Итак, в каких энергиях, в каком аркане вы сейчас находитесь? Вы в аркане силы находитесь, а это значит, что у вас есть энергия, в первую очередь, да? У вас есть мощный запал. И я так понимаю, судя по этой карте, что у вас, ну, как будто бы вот возрос энергопотенциал, да, и вы можете абсолютно все, и вы готовы к свершениям, готовы укрощать, может быть, человека, который там с трудным характером для вас, да, или этот мир укрощать, подчинять этот мир своей воле. То есть вы готовы на многое. И на самом деле вы сейчас не слабый человек, который там должен подчиняться, да? А вы как раз-таки человек, который должен подчинять. Конечно, это карта договоренности, это карта высоких отношений. И это карта дикой страсти к этой жизни. Но также это карта гнева. То есть, когда человек может иметь разную гамму чувств внутри себя, даже сопротивление чувствовать, но умеет подчинять свои негативные чувства, умеет справляться с этими негативными чувствами. Помните о том, что вы хозяин сам себе, да, или хозяйка, и можете, естественно, менять
свои какие-то внутренние импульсы, эмоции. То есть вот об этом карта в первую очередь говорит. Хорошо, сила, она и есть сила, вы сильны. И значит, что вы живете в этой силе, да? То есть вы мощный человек с лидерскими качествами. Если вы себя узнаете, то, что у вас сейчас в жизни происходит, вот давайте посмотрим, как на вас влияет внешняя среда. Вот какой картой вообще, в принципе, высшие силы обозначат внешнюю среду для вас сейчас? Какая она? Она 7 жезлов. Это карта борьбы. Карта кого-то, кто стоит на вершине холма, всячески отбивается от нападающих на него. Кто-то грозится, кто-то, значит, обвиняет, может быть, да, предъявляет претензии, а человек всячески противостоит этому. То есть мир сейчас полон противостояния вот такого, да. Есть те, у кого больше лидерских качеств, и эти люди стараются всячески отбиваться от тех, у кого есть вот желание помыкать, обвинять и делать разные замечания. Мир в вашей жизни сейчас играет вот такую вот роль, ну не то, что уж агрессора, да, на вас. Нет, не агрессора скорее, а просто роль стимулятора. Когда нас критикуют, когда мы находимся вот в таких вот нестабильных энергиях, мы растем на самом деле. То есть, конечно, это все стимул к росту. Вы это должны понимать. Хорошо. Как это конкретно на вас отразится в ближайшем будущем? Давайте смотреть. 3 карты вытащу. 2 жезлов. 2 жезлов. Дальше, значит, 8 кубков. И следующая карта — умеренность. Ну, вы найдете как будто бы свою тихую гавань. Вот я здесь, знаете, как вижу, что человек сначала долго думает по 2 жезлов, планирует свое будущее и пытается выбрать между прошлым и будущим. То есть у вас в прошлом настолько всего много есть важного, весомого для вас, наработок каких-то, что от него трудно отказаться. Однако вы понимаете, что для старого места уже не остается в жизни, и все равно придется куда-то отправляться в путь. Поэтому вы собираетесь и тихонько выдвигаетесь. И приходите это вы в умеренность. Что значит умеренность? Это, во-первых, защита ангела-хранителя. Во-вторых, это исцеляющая энергия. То есть вы придете все-таки к моменту спокойствия и исцеления, а также проявление терпения к каким-то негативным внешним факторам. Со многим придется смириться, особенно со своим положением на новом месте. Но новое место действительно будет в вашей жизни. То есть внешняя ситуация сейчас влияет на вас именно так, что вы куда-то уходите, переходите и обретаете это новое место, где вам придется адаптироваться. Адаптироваться довольно-таки медленно и смиряясь с некоторыми недостатками этого места. Однако это лучше, чем ничего, согласитесь. И раз вы приходите к равновесию, к спокойствию, к исцелению, это уже говорит о том, что это в плюс идет. Более того, умеренность — это тихая, спокойная жизнь. Не жизнь, как на пороховой бочке, да, по вот этим картам, а именно тихая и спокойная жизнь. Я считаю, что это лучше, чем постоянно кого-то укрощать и постоянно отбиваться от нападок других людей. Ну, вот такая вот у нас первая позиция. Неплохая. То есть здесь мир на вас влияет, но не так уж прям все страшно, да? Идем дальше. Позиция номер 2. Розовая туфелька. И давайте смотреть сначала, в каком аркане вы находитесь. Вы находитесь в аркане Луна. У вас много страхов сейчас. Нестабильное, неясное положение, дурные сны. Вы переживаете из-за чего-то буквально, и стрессовая ситуация. То есть для вас это какой-то вот стресс сейчас уже в жизни идет. Карта говорит о том, что человек может видеть кошмары, человек может чего-то бояться.
у него всплывает подсознание, подсознательные какие-то страхи, негативные моменты, психологические блоки. Вот буквально эта карта может говорить о том, что пугает что-то, но не знаешь что. Дурное предчувствие, да? И также она может показывать, что на вас просто влияет лунная энергия. То есть там близящиеся новолуние, полнолуние всегда на человека влияет, поднимается вверх жидкость. Соответственно, человек чувствует себя совершенно некомфортно, ему психично буквально там, да, он начинает быть неадекватным даже иногда. А все почему? Ну, потому что вот Луна, она такая, да, многих она выводит из нас буквально из равновесия. И вот такое чувство, что вы сейчас уже начинаете быть выведенным из равновесия, у вас могут быть панические атаки, у вас могут быть различные страхи, сомнения, страх перед жизнью, страх перед тем, чтобы отправиться вот в эту дорогу жизни, да. Видите, дорога пролегает, а вас сзади тянет рак, сбоку пугает шакал и собака, да, и светит коварная луна, вот как будто бы. То есть вот краски, так скажем, сгустились, тучки над вами сгустились, да еще и ночь опустилась на небо. И, соответственно, когда-то наступит рассвет. Но просто не сейчас у вас, да, сейчас вот такое смутное время, вы так чувствуете, смуть вот эту, да, муть вот эту. Однако вот в этот период могут активизироваться ваши экстрасенсорные способности. Помните об этом, что это период духовного роста. Буквально магия тоже начинает электризоваться в воздухе. И если вы будете обращаться к магии и волшебству, вы увидите совсем иную сторону Луны. Помните и об этом. Хорошо. А как для вас вот сейчас выглядит обстановка внешнего мира? То есть в вашей жизни, какой картой она будет обозначена? Давайте посмотрим. Королева жезлов. Мир на самом деле сейчас очень яркий для вас. Мир сейчас очень активный. В нем что-то создается. Вот как будто бы период такой, да, в мире есть для вас именно, вот как реакция такая, да, ваше восприятие ваше, как созидание все равно чего-то. Есть также волшебство в этом мире. Есть, может быть, момент увеличения благосостояния мира. И также королева жезлов, она показывает, конечно, ну, может быть, какую-то взбалмошность, нетерпение и все-таки некий, как сказать, как момент сопротивления, да. То есть кто-то проявляет свои лидерские качества, кто-то пытается показать свое «я», обозначить свою яркость. Хорошо, давайте посмотрим вот в ближайшем будущем, каким образом на вашу жизнь повлияет внешняя ситуация в мире. То есть вот вам нужно понять, что мир не такой злой, как вы его себе на самом деле представили. Девятка пентаклей, хотя может казаться совсем иначе, да. Жрица. Во всем нужно искать плюсы. И королева мечей. Смотрите, здесь как будто бы вот какая-то женщина в вашей жизни играет очень-очень важную роль. То есть на самом деле. Потому что прям выпали 3 женские карты. Может быть, в вашей жизни важную роль играет одна женщина или даже несколько. И в ближайшем будущем внешняя ситуация мировая, да, влияет на вас в принципе положительно. Потому что выходит девятка пентаклей, которая показывает, что вы в безопасности. Вот давайте начнем именно с нее. Да? Именно с нее. Вы в безопасности. Вам кажется, возможно, что это не так по Луне. Вам кажется, что сгустились над вами тучи, что все как-то вот странно, что вы подозреваете, что мир против вас и так далее. И много чего боитесь и прям переживаете. Но на самом деле, по девятке пентаклей, вы мало того в безопасности, вы еще и в финансовой безопасности и в энергиях изобилия будете находиться. И у вас, возможно, будет много работы, занятости какой-то. Также будет момент духовного развития, познания, получения прекрасных каких-то интересных новостей. Вы даже можете обмениваться с какими-то женщинами информацией по новостям. Но я не вижу, чтобы вы пострадали.
Давайте вот так рассуждать уже, да, что по-честному. Чего вы тогда боитесь? Я понимаю, что сейчас все чего-то боятся, но вам ничего не угрожает. Понимаете? От слова совсем. То есть вы можете нагнетать, конечно, в своей голове по Луне обстановку, но вам ничего не угрожает. Однако вы будете в окружении женщин, скорее всего, в женском коллективе. Это да, это правда, что женщин вокруг вас будет больше, чем мужчин. Но это скорее, если вы воспринимаете это как минус, то это единственный минус. Дальше, значит, мы видим жрицу с королевой мечей. Все-таки у какой-то женщины из тех, что вас будут окружать, есть некая тайна. И, может быть, эта женщина как-то осуждает вас или относится к вам несколько строже, чем другие. Но, опять же, это не говорит о вашем нахождении в опасности. Да? Это скорее говорит о неких интригах. Может быть, чуть-чуть сплетнях вокруг вас и не более того. Неком осуждении, может, в вашу сторону. Это максимум. Поэтому переживать вам, вот я вам честно говорю, вообще не за что. Да, кто-то может дергать там за ниточки немножко по королеве мечей, призывать вас там, к некой дисциплине, к порядку, но не более того. Вот. Вам ничего плохого не светит пока. Поэтому ничего не бойтесь, не беспокойтесь, все хорошо. И не зря вам выпал мир окружающий, именно как королева жезлов картой. То есть он сразу вам показал, что он вам ничем не угрожает. Скорее, он созидает вокруг вас. Ну, такая позиция номер 2. А мы идем дальше. Мы идем дальше к позиции номер 3. Наша фиолетовая, сиреневая, или, как сказать, такая туфелька. И первая карта – это в каком аркане вы сейчас находитесь. Тройка мечей. Человек, столкнувшийся с нелицеприятной правдой, горечью, плохими новостями, обидой. Человек, у которого что-то случилось. Соответственно, вы сейчас о чем-то очень сильно переживаете, трясетесь. Вы сейчас можете испугаться чего-то или горевать, переживать. Или, может, вас кто-то обидел, кто-то сказал вам негативные вещи. Вы столкнулись с реальностью. Вот карта именно такая. Она говорит о том, что вы очень-очень сильно сердечно переживаете, что... Ну, знаете, как темная ночь души, я бы сказала, даже так. Да, смутное время сейчас для вас. Вы находитесь на грани, да? На грани того, чтобы сорваться. На грани того, чтобы плакать. Может быть, вы уже плачете. Может, у вас даже истерика. Может, у вас период дикого отчаяния. Но вам нужно понять, что тройка мечей – это колоссальный опыт. И первое, чему она учит, это чего-то не делать. Усвоить один урок раз и навсегда. Вам нужно сесть и тщательно подумать, а что жизнь просит вас усвоить? Какой конкретно урок? Если вы это поймете, потихоньку вот то, что вы переживаете, угаснет. Просто потому что мир поймет, Вселенная поймет, что вы все поняли. Когда высшие силы поставят галочку, что этот человек усвоил свой урок, сразу же проблема отойдет абсолютно на второй план. Хорошо, давайте теперь посмотрим, а какой картой для вас обозначится внешняя ситуация вот мира, да? То есть как на вас отражается мир или как он выглядит для вас, да, энергетически, в каком аркане. Так, внешняя ситуация мировая, как она выглядит для вас? Ну, как паж мечей. Это какая-то острая ситуация, несколько враждебная. То есть вы подсознательно мир воспринимаете враждебным, как будто бы колючим, вот таким вот прям немножко злым. И получается, что мир сейчас для вас выступает как некий осуждающий вас. Или тот, кто пытается призвать вас к чувству вины и ответственности. Или тот, кто, ну, может быть, не доверяет вам. Да, не доверяет вам. То есть вы друг к другу с этим миром относитесь очень нехорошо, я бы сказала, да, нехорошо, склочно. Вы как будто бы боретесь друг с другом.
И мир нужно взять и настроить на себя по-хорошему, с любовью. Это ваша сейчас задача, потому что выглядит сейчас ситуация внешнего мира для вас как-то колюче. Соответственно, Паш мечей, он никого не жалеет. Как будто бы возникнет с миром спорный вопрос, к вам будут относиться по всей строгости и никогда в жизни не пожалеют. Вот прям так, что с вас по полной программе что-то требуется. И, конечно, это печально и неприятно, и именно эти чувства вы и испытываете. То есть для вас мировая ситуация сейчас острая, неприятная, гадкая какая-то, да, жестокая и склочная, я бы сказала. Вот прям какая-то скандальная ситуация, спорная. Так, ладно. Может быть, дальше все не так уж плохо, не переживайте. Как на вас эта внешняя ситуация повлияет в ближайшем будущем, на вашу жизнь? Давайте посмотрим. Звезда. Ведь никогда нельзя жить без надежды, правда? Звезда, она на самом деле сильно улучшает любой негативный расклад. А раз она выпала, значит, надежда на улучшение, правда, есть. Следующая карта. Пятерка жезлов. Пятерка жезлов. И дальше королева кубков. Вы знаете, карты здесь очень противоречивые выпали. Почему? Объясню. Звезда всегда показывает, что у вас действительно есть надежда выбраться из какой-то негативной ситуации, решить свои проблемы. Причем как будто бы сами высшие силы начнут вам помогать. Вот в очень скором времени, да. Более того, может случиться реально что-то волшебное. Вот как будто бы само провидение встает на вашу сторону. Но рядом стоит пятерка жезлов, которая показывает, что без борьбы ничего не получится. И в этой борьбе поможет вам женщина, королева кубков или девушка. Возможно, она связана со стихией воды. Может быть, она просто сама по себе красивая и нежная. Приятная женщина или девушка. Карты здесь показывают, что, по сути, вы с этим миром, с этим негативным проявлением к вам, можете бороться на равных. Карты показывают, что вы можете отстоять себя, что в скором времени вам придется это сделать. Звезда всегда говорит о том, что проблемы могут решиться отъездом. Но только этот отъезд будет через борьбу. Вы можете уехать, у вас есть такая возможность и надежда на это. Но вам придется очень много преодолеть для того, чтобы куда-то уехать. Если звезда здесь не про отъезд, она просто говорит о том, что высшие силы встанут на вашу сторону и будут помогать в борьбе. Но борьба здесь совершенно точно нужна. И она в скором времени в вашей жизни действительно будет. Вы будете буквально на равных с кем-то отстаивать себя. Женщина поможет. Женщина имеет, причем, большое влияние и большую силу. И вас она будет колоссально поддерживать. Неважно, мужчина вы или женщина. Кто-то на вашей стороне женского пола. Какая-то явно приятная женская теплая энергия, заботливая энергия. Вам будет с кем поговорить. Вам будет с кем разделить свои проблемы. И поверьте, все будет хорошо. Королева кубков все-таки показывает, что вы успокоитесь. И у вас все наладится. Вам придется пережить некий трудный период борьбы. Но это, понимаете, есть ради чего? Ради вашего потом будущего спокойствия и равновесия. Ради вашего потом будущего удовольствия, я бы даже сказала. Потому что после периода какой-то, не знаю, борьбы, депрессии там, и обиды вы, наконец, обретете любовь к этому миру. Королева кубков просто так не падает. Она именно говорит о том, что вы сможете обратно полюбить вашу жизнь, этот мир и окружающее пространство. И звезда тоже дает на это надежду, поэтому стремитесь к этому, и скоро все наладится, скоро все будет хорошо. Нужно лишь уметь отстаивать себя. А мы идем к позиции номер 4. Мы идем к 4-й позиции.
Итак, красная туфля. Сначала в каком аркане вы живете, находитесь? Ну, вы в короле Пентаклей находитесь. Это очень стабильное, прочное жизненное положение, уверенность в себе. Конечно, это энергия изобилия. Карта всегда показывает, что такой человек сильно привлекает к себе деньги. Здесь у нас у короля показан знак Тельца. Но, конечно, у короля Пентаклей могут быть и абсолютно другие знаки, и Козерог, например, и также может быть Дева. Ну и вообще другие, в принципе, знаки могут отражать, может показывать все равно эта карта, потому что это человек, прочно сидящий на своем месте, выполняющий свои обязанности, буквально хозяин. То есть вам приходится отвечать за других людей. Вы проявляете эту ответственность. Вы тот, кто ведет за собой, да, и тот, кто наставляет других на то, чтобы они жили хорошо и были спокойны. Вам нужно нести функцию отца, даже если вы женщина. Сейчас, на данный момент. А еще в вашей жизни какой-то мужчина может играть очень большую роль сейчас, очень важную роль. И поэтому, может быть, король Пентаклей выпал. Вообще, он сразу сказал о том, что человек обладает спокойными лидерскими качествами. То есть не когда он рвет и мечет самодур, да, а когда он действительно может спокойно управлять людьми, и все люди его уважают вокруг за его ум и за его способность других людей привечать и организовывать, да, то есть быть для них буквально оплотом, домом, надежностью, спасением. Мне кажется, что это очень добрый человек, но просто так бесплатно старается ничего не делать. Все-таки во всем ищет какие-то денежные прибавления. Ну, не то, что уж обладает там дикой корыстью и жадностью, нет. Просто старается быть дельцом, да. У вас есть настоящее бизнес-качество, я так скажу, и качество руководителя. Качество главы семьи, например. Хорошо, как внешняя мировая ситуация выглядит для вас сейчас на вашу жизнь, как отражается, как проекция, да, в каком аркане находится эта ситуация. Рыцарь жезлов, ядреная ситуация, все куда-то мчится и летит, все вокруг скачет, вращается, галопом бешеным куда-то несется, вы не успеваете следить за этой ситуацией. То есть на самом деле события начали развиваться, вот, на ваш взгляд, слишком быстро, слишком они закрутились. И на самом деле как будто бы кто-то несется буквально во весь опор к своей цели с истинной страстью и яростью. Соответственно, вы понимаете, что рыцаря жезлов не так-то просто удержать. Да вы и не стараетесь. Вам хочется удержать себя. То есть в условиях вот этой дикой скачки быть в спокойствии и равновесии. Это сложно, но вы стараетесь. Рыцарь жезлов, в принципе, показывает множество и позитивных тенденций, и изменений. То есть вы ищете во внешней ситуации не только минусы, но и плюсы. И у вас есть хорошая привычка искать, кроме минусов, еще и плюсы, и пытаться понять, а что мне здесь выгодно. То есть, в принципе, это вообще отличный подход, я могу так сказать. И мировая ситуация для вас не так уж плоха. Хорошо, давайте тогда посмотрим, как в ближайшем будущем внешняя ситуация, мировая, отразится на вашей жизни. Достанем 3 карты. Повешенный. Император. Двойка пентаклей. У вас будет очень-очень спорное положение. Потому что какой-то человек, у которого есть власть в руках, буквально поставит вас в положение жертвы. Ради того, чтобы сохранить вашу стабильность, вам придется что-то отдать. Это первое. Чем-то поделиться, да. Может быть, это будет длительное время какое-то ваше скованное положение, и в котором вы буквально не можете пошевелиться, двинуться, не можете что-то изменить. Но при этом вы можете обрести функцию все-таки хозяина.
в дальнейшем. Однако вам всеми силами будет приходиться сохранять баланс и постоянно показывать свои какие-то хорошие качества, свой профессионализм, демонстрировать себя всячески перед кем-то, кто выше вас. Более того, карты показывают здесь, что будет очень трудно держать равновесие. И иногда будет казаться, что вы очень устали. Также здесь совершенно точно придется сделать какой-то выбор, очень важный для вас. Туда уже или сюда, понимаете? Карты говорят, какой-то мужчина в вашей жизни сыграет очень важную роль. Вот только хорошую ли? Потому что благодаря, в кавычках, этому человеку вам таки и придется очень много перед кем-то показывать, работать, стараться, чего раньше вы уже давно не делали. Прогибаться, может, даже. И буквально отвоевывать свои же собственные деньги. Но вы сможете сохранить свое положение. И, по крайней мере, попытаетесь вылезти из этого. И я думаю, что это будет успешно. Давайте еще карту достанем все-таки, последнюю, потому что после двойки пентаклей что-то надо достать. Вы будете смотреть вдаль по тройке жезлов и, скорее всего, строить планы на переезд. Это уже после того, как вы начнете вот постоянно пытаться удержать равновесие. То есть ваше терпение, скорее всего, начнет лопаться, и вы решите поставить новые цели перед собой. И либо переезд, либо отъезд на какое-то длительное время. Ну, вот такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.